Тема сегодняшней лекции «Футурошок». Это книга Алвина Тофлера. Ну и там вторая тема будет «Технократы и технофобы». Итак, Алвин Тофлер выделил 3 стадии в развитии общества и производства. Первая стадия – аграрная. Вторая стадия – индустриальная. И третья стадия – постиндустриальная. Первый этап начался в период неолита, когда люди изобрели земледелие и тем самым перешли от варварства к цивилизации. Второй этап – индустриальная стадия – начался в Англии в новое время, где люди изобрели станок и паровой двигатель, построили фабрики, то есть изобрели фабричное производство. Третий этап начался во второй половине 20 века на Западе, где люди изобрели автоматическое производство, робототехнику и компьютер, которые вытеснили с производства тяжелый физический труд людей. Производство стало поточным и массовым. Большое значение получила сфера услуг. В розничной торговле, администрации, образовании и других отраслях. Тофлер назвал критерий, с помощью которого можно отличить общество на индустриальной стадии развития от общества на постиндустриальной стадии развития. Этим критерием является доля населения, занятого в сельском хозяйстве, и доля городской рабочей силы, занятая в сфере услуг. В постиндустриальном обществе доля людей, занятых в сельском хозяйстве, не превышает 15%, а доля людей, занятых в сфере услуг, превышает 50% от городской рабочей силы. То есть люди стирают друг другу носки в постиндустриальном обществе. Таким образом, в постиндустриальном обществе доля людей, занятых умственным трудом, превышает долю людей, занятых физическим трудом. В 1970 году, когда была написана книга Алвина Тофлера «Футурошок», постиндустриальными странами являлись США, Швеция, Бельгия, Британия, Канада, Нидерланды. По этим критериям Россия и сегодня не входит в число постиндустриальных стран. Следует отметить, что несмотря на популярность классификации Тофлера, его критерии для классификации периодов развития общества являются недостаточно обоснованными. Этот критерий не учитывает важнейшие изобретения в других областях жизни общества, кроме экономической области. При отсутствии важного критерия выделение периодов развития общества становится произвольным. Сколько авторов, столько и различных периодизаций. Поэтому в западных учебниках по социологии вообще не рассматривают стадии развития общества, а ограничиваются рассмотрением социальных изменений и сдвигов. Таким образом, на Западе считается, что теория прогрессивного развития общества, ее только еще предстоит создать. Так, второй вопрос. Описание постиндустриального общества. Несмотря на то, что книга была написана в 1970 году, она не устарела и через 50 лет, так как Россия сильно отстает в развитии от США. И в России только сейчас начались те процессы,
о которых писал Алвин Тофлер. Главная мысль Тофлера состоит в том, что современный человек испытывает шок от быстрых перемен. Человек испытывает страх перед будущим. Например, дочь Тофлера в Нью-Йорке пошла в магазин и не смогла его найти. Магазин. Как будто он провалился сквозь землю, так как здания в этом городе строятся и исчезают буквально за ночь. Нью-Йорк – город без истории, отчего люди испытывают ужас. То есть девочка пошла в магазин, и магазина на месте нет. Эти быстрые перемены начались 300 лет назад. Первыми симптомами этой болезни являются приступы недомогания, массовые неврозы, вспышки насилия. Возрастание потока научной информации привело к тому, что врачи и другие специалисты не могут поспеть за последними исследованиями. Городское население увеличивается вдвое через каждые 11 лет. Японский архитектор разработал проект города, стоящего на сваях, над океаном. Половина всей энергии, истраченной человечеством за прошедшие 2000 лет, приходится на последние 100 лет. В развитых странах происходит увеличение вдвое общего производства товаров и услуг каждые 50 лет. Самая большая скорость передвижения человека в шестом тысячелетии до нашей эры – это скорость каравана верблюдов. Она составляла 6 миль в час. Для сравнения можно привести факт, что в 1960 году самая большая скорость передвижения человека – это скорость реактивного самолета. 4800 миль в час. И космического корабля при вращении вокруг Земли 18 тысяч миль в час. 90% ученых, существовавших за всю историю человечества, живут в настоящее время. Все больше событий мелькает перед глазами под ураганным огнем перемен. Пошатнулись старые устои, то есть религия, семья, национальная принадлежность, профессия. Доля людей прошлого, занятых сельским хозяйством, сегодня в мире составляет 72-73%. Доля людей настоящего, которые живут в промышленных центрах, сегодня составляет в мире 25%. Доля людей будущего сегодня в мире – это 2-3%. Признаки людей будущего – это богатство, хороший уровень образования, долгий срок жизни, стремление быть в гуще событий, высокий уровень способности к перемещению в пространстве. Желание ускорить темп жизни проявляется в утечке мозгов, то есть эмиграции европейских ученых в США. Люди прошлого мечтают избавиться от свистопляски и лениво ползти на низкой скорости. У каждой культуры есть характерный для нее темп. Немецкие инженеры не должны увольнять иранских рабочих за 10-минутное опоздание, так как эти иранские рабочие и так превзошли себя в пунктуальности по понятиям Среднего Востока. Черты постиндустриального общества. Первая черта. Многие товары стали одноразовыми, то есть стоимость ручного ремонта или стирки товара стала дороже стоимости его поточного массового производства. Примеры одноразовых товаров – это
Шариковая ручка. Никто ее не ремонтирует. Хотя я помню, когда они появились, даже заполняли стержни. Дальше. Газовая зажигалка. Никто их не ремонтирует, выкидывает. Подгузники одноразовые. Бумажные салфетки, полотенца, пластиковые бутылки. Никто их не сдает, как раньше сдавали стеклянные бутылки, я помню. 12 копеек стоила бутылка. Пластиковые пакеты. Ракеты – тоже одноразовый товар. Ракеты. Одежда из целлюлозного волокна и нейлона. Никто ее не стирает, эту одежду, выкидывает. Конструкция товаров быстро... вторая черта. Конструкция товаров быстро устаревает. Поэтому вместо первого поколения компьютеров появляется второе. И так до бесконечности. Средний возраст жилых построек неуклонно сокращается и сегодня составляет всего лишь 50 лет. То есть дома рассчитаны на 50 лет. Но несколько домов в Майами были разрушены еще раньше, через 10 лет после окончания строительства, так как эти дома были построены без кондиционеров. Их сломали. Созданы проекты передвижных школ, например, внутри железнодорожных вагонов. Цель передвижных школ – справиться с колебаниями плотности населения. Существуют проекты модульных факультетов и общежитий, где при помощи крана можно включать модули в каркас здания. Каркас здания – это постоянная часть здания, а модули можно перемещать в другое место. То есть забрал квартиру и уехал в другой город. Внутри модуля можно перемещать перегородки при помощи одной отвертки. Большинство американцев предпочитают не покупать жилье, а брать в аренду. Средний американец владеет автомобилем не более 3,5 лет, а потом отправляют куда-нибудь в Россию, подержанные автомобилем. А люди с достатком меняют автомобиль каждый год. Можно арендовать автомобиль почти везде. В аэропорту, на вокзале, в гостинице. Сегодня в России тоже можно арендовать автомобили, как велосипед. Можно взять на прокат почти все. От лестницы и садового инвентаря до норковой шубы и подвенечного платья. Вплоть до живых кустарников для украшения мебели. Бытовую химию, одежду, костыли, драгоценности – все можно взять на прокат. Туристическое снаряжение и инвалидное кресло. Фирмы так часто меняют друг друга на рынке, что это стало основной головной болью для рекламы в США. Например, среди фирм по производству сигарет ни одна не может сохранить ведущие позиции дольше 10 лет. Появились стирательные резинки, которые приятно пахнут. Следующая черта постиндустриального общества. Американцы превратились в новых кочевников. Некоторые богатые люди предпочитают 3 дня в неделю добираться до работы из соседнего штата за 500 миль на самолете. То есть летают на работу на самолете из соседнего штата. Перемена места жительства у американцев стала привычкой. Это проявляется, например, в форме туристических путешествий и курортных романов. Каждой весной тысячи студентов с западного побережья США отправляются на неделю отдыхать во Флориду. Иммигранты из Алжира, Югославии, Турции и других стран приезжают в Европу. Люди с высоким уровнем образования
меняют место жительства гораздо чаще людей с низким уровнем образования. Частые переезды сотрудников фирмы стали необходимым звеном в обучении менеджменту. Сотни тысяч студентов учатся далеко от родного штата. В течение года больше половины жителей Вашингтона меняют номера своих домашних телефонов. Водительские права, полученные в 16 лет, становятся для подростка пропуском в мир взрослых. Один из этих подростков мрачно заявил: если у тебя нет тачки, то у тебя нет девчонки. Один 17-летний парень покончил жизнь самоубийством, потому что у него отобрали водительские права за превышение скорости. 40% девушек побывали в одной или двух поездках по стране автостопом во время летних каникул. Такие поездки укрепляют их авторитет. Сегодня отмирают целые отрасли промышленности и возникают новые отрасли, поэтому неквалифицированные рабочие вынуждены менять место жительства. При этом они переживают трагедию. В 7 крупнейших городах США средняя продолжительность проживания на одном месте не превышает 4 лет. То есть меняют квартиру каждые 4 года. Люди будущего часто меняют жилье, место жительства, номер телефона, школу, друзей, личные автомобили, семью, вещи. Люди будущего стараются поддерживать поверхностные контакты с большим количеством людей, вместо того, чтобы вникать в характерные особенности каждого встреченного ими человека. Согласно результатам исследований Стэнли Милгрэма, у среднего американца круг друзей и знакомых колеблется от 500 до 2500 человек. Число друзей у средней американской пары колеблется от 7 до 14. Мужчины более умело разрывают отношения, чем женщины. Только представители рабочего класса стараются жить поближе к своим родственникам и зависеть от них. Удачливые управляющие легко налаживают и разрывают контакты даже со своей семьей и друзьями детства. Увеличится число разводов. Во многих американских пригородах существует служба «Добро пожаловать», welcome, которая знакомит вновь прибывших с главными магазинами и конторами общества. При переезде приходится менять друзей. Люди постиндустриального общества часто меняют профессию и место работы. Людям приходится менять профессию, так как профессии быстро устаревают, и общественная потребность в данной профессии исчезает. Например, у меня была профессия киномеханик, она исчезла. У меня была профессия школьный учитель, там перестали платить. Сейчас работаю электриком, там хорошо платят и большой спрос на эту профессию. Что делать? С умопомрачительной скоростью возникают новые профессии. 1/3 занятых крупными компаниями молодых людей получают работу по профессии, которая никогда не существовала в прошлом. Человеку приходится или иметь несколько профессий, или постоянно переучиваться на другие профессии, или повышать свою квалификацию в рамках одной профессии.
Люди постиндустриального общества вместо одной карьеры делают в течение своей жизни несколько карьер. Средний американец занимает свою должность только 4,2 года. 4 года занимает свою должность американец. Знания дипломированного инженера устаревают через 10 лет. Человек, который часто меняет работу, умеет хорошо адаптироваться на новом месте, хотя среди них можно встретить и неудачников, которые перескакивают с места на место, как теннисный мячик через сетку. Люди часто ищут временную работу во время предвыборной кампании, для срочной работы в типографиях и так далее. Более половины учеников городских школ в США меняют школу в течение 1 года. Поэтому ученики избегают участвовать в общественной жизни, чтобы уменьшить поток друзей в своей судьбе. В этом состоит закалка детей. Иерархические организации в прошлом, например, католическая церковь, существовали в неизменном виде веками. А сегодня значительный сектор экономики составляют временные проектные группы, которые исчезают после окончания проектных работ. Тофлер даже сделал прогноз о переходе власти в обществе от иерархической бюрократии к спецтехнократам. Управляющие вынуждены полагаться на мнение целой орды экспертов в узких областях, которых управляющие с трудом понимают. Таким образом, управленцы потеряли монополию на принятие решения. Следующий вопрос. Технократы и технофобы о различных периодизациях истории общества на основе технических параметров. В рамках этого направления существует дискуссия между технократами и технофобами. Технократы являются оптимистами и считают, что развитие техники решит все проблемы. Например, для решения экологических проблем нужны фильтры, отстойники и так далее. Технофобы считают, что человечество погибнет от техники, например, от плохой экологии или в результате войны с роботами. Поэтому нужно ломать технику. Например, луддиты в Англии ломали механические ткацкие станки. Или нужно сбежать на необитаемый остров или в тайгу. Ну, например, семья Лыковых сбежала в тайгу и несколько десятилетий жила в полной изоляции от общества, питалась картофелем и кедровыми орехами. Когда их случайно обнаружили геологи, ну это в Красноярском крае, то почти все члены семьи, кроме дочери Агафьи, которая сегодня живая, одна живет в тайге. Так вот, все ее родственники в течение некоторого времени умерли от стресса или в результате потери иммунитета при жизни в стерильной таежной изоляции. Сегодня-то Агафья живет одна в этой старой избушке, но эту избушку геологи отремонтировали, ну, держит там скот, коз, огороды, ну, ей очень нравится. Писатель и музыкант Батлер эмигрировал в Новую Зеландию в 1859 году с целью заняться там разведением овец. Он написал очерк «Дарвин среди
машин, в котором писал об очень быстрой эволюции машин, в которой устаревшие машины исчезают как динозавры. В один прекрасный день машины смогут господствовать над людьми. В своем романе «Егдин», ну это наоборот слова «нигде», Батлер описал историю вымышленного государства, в котором были уничтожены все машины, потому что они стали представлять угрозу для людей. Кто прав в этой дискуссии, технократы или технофобы? Покажет время, я не берусь. Джеймс Бернхэм сделал прогноз о революции менеджеров, в которой власть перейдет от предпринимателей к технократам. Но этот прогноз оказался утопией. То есть на деле предприниматели сегодня или буржуазия имеют власть над обществом. Это господствующий класс. Ну а менеджеры просто исполняют их приказы. Герберт Маклюэн разделил историю на 4 эпохи в зависимости от смены средств связи. Первый период – эпоха племенного человека, который обладает способностью к устной речи. Вторая эпоха – рукописной культуры, которая наступила после изобретения письменности, иероглифов и алфавита. Третья эпоха – эпоха индустриального человека, который обменивался информацией с помощью печатного станка Иоганна Гутенберга. То есть печать была изобретена. Ну и последний, 4-й, электронный век. Период нового племенного человека, который обменивается информацией с помощью телефона, интернета, спутниковой связи и так далее. Так, Лесли Уайт, автор книги «Эволюция культуры. Развитие цивилизации до падения Рима». Это 1959 год. Попытался создать теорию, объясняющую всю историю человечества. Наиболее важный фактор в этой теории – технология. Так вот, этот Уайт различает 5 этапов развития общества. В зависимости от источника энергии. Итак, первый этап. Люди используют энергию своих мышц. Все. Второй этап. Люди используют энергию домашних животных. То есть домашняя лошадь, изобрели телегу, колесо. Понятно. Третий. Люди используют энергию растений. Ну, это сельскохозяйственная революция. Четвертое. Люди учатся использовать энергию природных ресурсов, то есть уголь, нефть, газ. Ну, то есть был изобретен паровой двигатель, внутреннего сгорания, реактивный двигатель. Понятно. Ну и последний, 5-й этап. Люди применяют ядерную энергию. То есть изобрели атомные станции. Можно сделать вывод, что периодизация истории на основе технических параметров не учитывает более важных социальных изобретений в других сферах жизни общества.